Примерно где-то месяц назад я зашел на сайт emuland.net и увидел там новость, что закончен перевод игры Pokemon Red and Blue Version для оригинального черно-белого геймбоя. Перевод делала команда PokePika Project, а именно Олег Пастушков, также известный под именем Профессор Хюнт. Насколько я понял, из его стримов перевод он делал достаточно основательно, то есть декомпилировал игру, ну или ее разобрал, и уже туда аккуратненько вставлял русский перевод. То есть он не был ограничен длиной предложений или количеством символов. И от этого перевод получился, во-первых, качественный, а во-вторых, там особо нет артефактов, которые выдают то, что перевод был интегрирован в готовый английский текст. Сразу замечу, что в покемонах я вообще никогда не играл. С ними я знаком исключительно по мультсериалу конца 90-х, начала 2000-х про Эша Кучума, который ходит и бродит по миру в поисках покемонов. Естественно, я знаю Пикачу, ну и там всяких бульбазавров. Основной мой костяк знаний о покемонах исходит исключительно из мультсериала. Конечно, я видел анонсы новых игр, которые до сих пор выходят. Браться за их прохождение я никогда не хотел, потому что, очевидно, это долго. Тем более в новых версиях, где там покемонов уже за 600 штук, и попробуй-ка собери их все. Скажем так, это удовольствие для фанатов покемонов. Я, на такой подвиг не готов. Но, тем не менее, у меня на руках оказалась первая игра серии. Роб с игрой я сразу же скинул на вот такой вот Анберник RG35XX+, который у меня очень сильно напоминает геймбой. Ну и, как вы догадались, решил на нем проходить, чтобы максимально воссоздать вот этот вот дух атмосферы конца 90-х, когда можно было в этих покемонов играть. Так вот, всем гусимбит, я Роман Шибанов, и сегодня у нас такой лайтовый обзор игры Pokemon Blue Version для оригинального Game Boy. Погнали! Вообще, игра начинается с такой небольшой анимации, где дерутся два покемона. И как только я включу первую серию мультсериала, я тут же узнал эту заставочку. Это, кстати, очень крутой такой фан-сервис для тех, кто сначала проходил игру и потом увидел мультсериал на телевизоре. Вообще, как я потом выяснил, мультсериал и игра очень сильно перекликаются между собой. Сюжетно и, естественно, покемоны все там. Для своего прохождения я выбрал себе Blue-версию, синюю версию. И первым покемоном выбрал себе Чармандера, которого, конечно же, знал по мультику. Это такой динозаврик с горячим хвостиком. В начале игры можно, естественно, указать имя персонажа. Я написал его как Ромка. Еще там можно указать имя своему заклятому врагу, которого я, естественно, назвал Пиксель Девил. Так как Пиксель Девил полностью не улазил, пришлось немножко сократить. Начинается игра с того, что мы просыпаемся у себя дома, в своей комнате, в которой стоит приставка NES, которую можно немножко потыкать. Спускаемся, по ступенькам вниз, там мама говорит: все, сынка, тебе пора уже сваливать из этого дома. Так мы впервые выходим из дома и оказываемся в городе под названием Палет, где, собственно, есть лаборатория того самого профессора Оука, который был в мультсериале. Но пока что, мы еще не тренер покемонов, мы просто гуляем. Идем к первой высокой траве, после чего начинается такая сюжетная завязка, где выскакивает профессор Оук, говорит, что в траву заходить нельзя, там живут дикие покемоны. Так мы знакомимся с его внуком, тем самым заклятым нашим врагом Пиксель Девилом. У нас появляется первый покемон, мы выбираем его одного из трех. Вот я выбрал себе Черизарда, Бульбазавра, Черизарда. Я даже не помню. Я выбрал себе огненного покемона и пошел покорять простор вот этого мира покемонов. Естественно, заблаговременно я скачал себе карту мира и небольшое такое прохождение, чтобы подсматривать. Вернусь к мультсериалу, потому что первая серия мультсериала нам рассказывает именно то же. Когда Эш просыпается у себя дома, идет себе выбирать первого покемона, там немножко по сюжету опаздывает, всех покемонов разобрали, но профессор Оук ему выдает Пикачу. И в мультсериале тоже упоминается внук профессора Оука по имени Гарри. У меня он Пиксель Девил. И вот эта схожесть с мультсериалом, она мне как-то прям очень сильно понравилась, потому что я мог и посматривать мультсериал, и при этом тут же проходить игру, попадая в те же локации и встречая почти тех же тренеров. Конечно, сюжет немного такой переделанный, но тем не менее мне понравилось, что игра очень тесно соотносится с мультсериалом. И это прям очень круто, потому что я смотрел только мультсериал, поэтому для меня получается, что мультсериал адаптирован в игру. Хотя это, конечно, не особо
особо важно, но тем не менее приятно это осознавать. В общем, в начале игры я все-таки поймал себе Пикачу и начал постепенно проходить саму игру. И как выяснилось, она немного не такая, как я себе представлял. Потому что в моем понимании игра про покемонов — это просто хождение по разным городам, ловля покемонов, ну и, соответственно, драки тренеров. Но, как выяснилось, здесь есть некоторые элементы Метроида, когда ты должен для покемона получить определенный прием, с помощью которого ты можешь пройти в закрытые части карты. Например, там можно срезать деревья, можно научиться плавать на покемоне, можно научиться летать на покемоне, что позволяет быстро перемещаться по городам карты. Игра от этого получается такая более многогранная, чем я думал. Ну и пока я делал первые шаги по ловле покемонов с эмулятором на вот этом вот Анбернике, возникла небольшая проблема. Смотрел стримы с игрой и видел, что она цветная, но почему-то я играл в черно-белую версию. Я пробовал включать режим Game Boy Color, пробовал включать режим Game Boy Player для Super Nintendo. Ничего не менялось. Картинка у меня всегда была со статичной палитрой. И я нашел следующее решение. Нужно было запустить игру через эмулятор для Game Boy Advance. Называется он MGBA, на вот этом вот Анбернике. И только тогда она запускается в таком режиме, появляется рамка цветная, и палитра начинает быть динамичной. Она будет меняться в зависимости от того, в каком городе ты находишься. Особенно в драках покемонов, покемоны уже полноценно раскрашены получаются. И уже в таком режиме я продолжил играть с удовольствием. Еще добавлю, что покопавшись в интернете, я нашел такой полноценный хак, делающий из покемонов для Game Boy полноценную версию для Game Boy Color. Но, к сожалению, этот хак не подходит для данного перевода. Но вернемся к игре и поговорим о ее боевой системе. Я, конечно, небольшой знаток JRPG жанра, но, тем не менее, пару игр прошел и какое-то представление для себя составил. Так вот, бои покемонов происходят, как будто бы у вас имеется команда из 5-6 героев. 5 покемонов с одной стороны, например, 4 покемона с другой стороны. Всего можно таскать с собой 6 покемонов. Соответственно, если дикий покемон на вас нападает, то он только один против ваших, например, 6. Так вот, сама битва происходит так, что стоят 2 покемона, и вы выбираете один из 4 их приемов. Приемы там делятся не только на удары, поджигание, плевки водой, замораживание. Там еще есть психические атаки, уменьшающие, например, защиту противника или, наоборот, повышающие защиту вашего покемона. Есть всевозможные приемы, которые либо повышают защиту, либо понижают, либо могут усыпить противника. И вот из всех вот этих вот комбинаций складываются определенные такие боевые ситуации, из которых вам придется каким-то образом выкручиваться. Естественно, в кармане еще можно носить какое-то дополнительное зелье, позволяющее вылечить покемона или его разбудить. Когда ты ловишь покемона в покебол, и покебол падает, он должен так 3 раза качнуться. Это значит, что ты поймал покемон. И вот во время вот этих вот качаний покебола, покемон еще и может вырваться, если он достаточно силен. Поэтому покемона желательно добить до красной полоски жизни и только потом его ловить. Еще там продуманная система с тем, что разные покемоны принадлежат к разным классам. Огненный, водный, земляной, травяной. То есть, например, водный покемон может легко уничтожить каменного покемона, даже если у них примерно одинаковый уровень. Ты, когда начинаешь проходить игру и встречаешь множество таких диких покемонов, ты постепенно начинаешь запоминать, у кого какие слабости. Конечно, не обязательно выучивать прям вот все виды покемонов, которых здесь, кстати говоря, 150, которые в принципе реально собрать. Но я, конечно же, этого делать не стал. Так вот, все вот эти вот взаимодействия покемонов, они постепенно как бы сами по себе выучиваются. И, соответственно, выучиваешь сами названия покемонов там, которые, их так много, что прям вот совсем выучить их достаточно сложно. Но, тем не менее, все это в голове откладывается. Волей-неволей ты же играешь. И вот таким вот образом мы путешествуем по миру, и главная задача у нас ходить из города в город и находить там спортзалы. В каждом спортзале сидит свой тренер, самый крутой тренер в этом городе, которого нужно победить, который даст нам значок, 1 из 8. И опять-таки, возвращаясь к мультсериалу, там были у Эши напарники девочка Мисти рыжая и этот мальчик Брок. Но в игре они являются вот этими самыми тренерами из спортзалов. Их нужно будет победить. Я их победил, они мне дали несколько значков. И эти значки по итогу позволяют нам приручать покемонов более высокого уровня и получать вот эти вот дополнительные атаки, которые позволяют нам проникать в особые какие-то места в мире, где, например, нужно срезать дерево, как я уже говорил, или проплыть. Потому что просто так сесть и поплыть на покемоне нельзя. Нужно выучить плавание и нужно получить водный значок.
чтобы это плавание можно было использовать не в битве. Ну и помимо вот этих вот крутых тренеров, существуют еще обычные тренеры. То есть мы, например, идем от города к городу по какой-нибудь небольшой дороге. Мы можем, во-первых, встретить диких покемонов, а во-вторых, мы можем встретить просто тренеров. Например, это какой-нибудь мальчик-жуколов или турист, или там какая-нибудь девушка, которые просто набрасываются на нас, когда мы мимо проходим, и начинается уже замес между двумя тренерами. Это не как битва с диким покемоном, когда ты дерешься против одного покемона с помощью своих там 6, а это уже прям у тренера 3 покемона и у тебя 4 покемона. И это такая как бы небольшая заруба. И вот эти вот битвы с тренерами, их, конечно же, много, но за счет них происходит такая автоматическая прокачка. То есть здесь мне не нужно было бегать по траве просто так, чтобы подраться с какими-нибудь дикими покемонами и прокачать уровень моих покемонов. Плюс еще можно найти конфеты. Одна конфета, если скормить ее отдельному покемону, то у него на единичку повысится уровень. И, соответственно, прокачка у него немножко ускорится. В целом, там такая очень масштабная система с этими покемонами. У каждого покемона в арсенале может быть всего 4 приема. Но при этом покемон, как бы повышая свой уровень, начинает изучать новые приемы. И для того, чтобы выучить новый прием, нужно один из этих 4 забыть и вместо него выучить новый. Или же вообще новый не учить. Или у вас в кармане есть такие вот ТМ-браслетики, которые позволяют вам выучивать сразу новый прием вместо какого-то существующего. Или, например, вы поймали какого-то дикого покемона, у которого всего 2 приема – кусание и плевок огнем. И вы можете с помощью ТМ-браслетиков сразу накинуть ему еще 2 приема. И вот таким образом можно будет выучить полет, срезание деревьев и плавание. Путешествовать, конечно, по миру это хорошо, но для того, чтобы полностью пройти игру, нужно выиграть в главной самой лиге покемонов, здание которой мы можем встретить в самом начале игры, буквально там во 2-м городе. Конечно же, чтобы туда пройти, мы должны победить 8 крутых тренеров, получить их 8 значков, ну, соответственно, там прокачать своих покемонов примерно до 45-50 уровня. И только потом мы можем спокойно зайти в здание лиги и, победив 4 супер тренеров, мы наконец-то попадаем на самого крутого тренера, которого мы тоже выносим. И он говорит, что да, ты молодец, ты выиграл, вот тебе приз. Но меня, к сожалению, уже победил еще один тренер. И этим тренером, то есть самым главным боссом, оказывается тот самый наш заклятый враг Pixel Devil. Выходит он, и уже нужно сразиться с ним. И когда мы уже побеждаем всю вот эту неистовую 4, и плюс сверху вот этого нашего заклятого врага Pixel Devil, мы, считай, проходим игру. Но, естественно, сама игра на этом не заканчивается. Она дает нам возможность собрать всех 150 покемонов, которых нужно, по идее, собирать, имея 2 картриджа. Некоторых покемонов нужно менять с другом через линк-кабель на геймбое. Ну, конечно, у меня его нет. Ну, наверное, с помощью читов можно как-то эту проблему решить. Ну, я не стал заморачиваться. 150 покемонов, ну, сами понимаете, это слишком много. Я решил продолжить игру, чтобы собрать 3 легендарных покемонов. Там еще есть 3 легендарных покемона. Одного птичку я поймал в пещере во время прохождения. Вторую птичку электрическую нужно было поймать в электростанции. До нее можно добраться, только научившись плавать. И самого последнего психопокемона по имени Миту, которого генетически вывели в лаборатории и у которого 70 уровень. Обратите внимание, до него, во-первых, дойти сложно, во-вторых, еще с ним сразиться надо. Он обитает в пещере рядом с городом Цирулин. Ну, это тоже там где-то примерно середина игры. Но туда нас сразу не пускают, в эту пещеру, ну, потому что уровень слабоват. Там нужно пройти такую 3-этажную пещеру с небольшими головоломочками. И в конце, так сказать, сразиться с этим Миту 70 уровня и поймать его. И здесь я, кстати говоря, использовал единственный в игре Мастер Болл, потому что по сюжету игры в какой-то момент нам ученые выдают прототип Мастер Болла, там супер крутого покебола, который ловит любого покемона, но он в единственном экземпляре. Я, конечно же, его прибрал на самый такой экстремальный случай, и вот тут решил его использовать, поймать вот этого самого психического покемона, дошел до него, начал с ним сражаться, сначала думал просто его победить, но, блин, он оказался чертовски силен, и я просто в итоге думаю, ладно, брошу в него Мастер Болл, будь что будет, бах, свернулся. И вот этот Мастер Болл мой поймал этого Миту, последнего самого крутого. Я там получил о нем запись в своем покедексе. Всего у меня получилось собрать, по-моему, около 60 покемонов из 150. Но, тем не менее, я доволен, потому что я как бы особо не старался их ловить. Ну и на этом я решил, что для меня игра закончилась, потому что я и так уже потратил около 50 часов на прохождение. В целом мне игра понравилась. Я даже потом немножко поинтересовался, какие игры выходили на другие платформы. В частности, вот этой вот самой первой игры про покемонов есть 3D ремастер. Pokemon Let's Go Pikachu на Nintendo Switch. Ну, он немного упрощен в плане геймплея. Здесь не надо драться со всеми покемонами. Их нужно просто ловить, как в Pokemon Go. А драться нужно только с тренерами.
Графоний очень крутой, как видите, прям мультяшный, кайфовый. Параллельно с прохождением я пересматривал мультсериал, вспомнил, так сказать, детство, услыхал «Судьбы» призыв. Ну, прикольно было. Жаль, конечно, что у меня нет оригинального геймбоя, чтобы на нем протестировать, каково это было непосредственно вот на геймбое проходить. Но благодаря эмулятору я смог проходить игру с ускорением, что мне тоже очень сильно помогало. Так что где-то местами я смог экономить время с помощью ускорения. Ну, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, этот лайв-обзор был вам интересен, вы тоже заинтересовались покемонами. И, конечно же, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Ну а на этом все. Еще увидимся.